Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем видео вы научитесь говорить «зря я не». У меня на канале уже было видео, которое так и называется «Как сказать зря». Около 5 лет назад оно вышло. Это мое самое просмотренное видео, там больше 500 000 просмотров. И в том видео я не акцентировал внимание на отрицании, на предложении, когда зря я что-то не, там вскользь как-то я пробежался, можете, кстати, посмотреть. В этом видео я хочу пройтись по контекстам, когда мы говорим «зря кто-то» или чаще всего «зря я не сделал что-то». Я хочу напомнить, что у меня есть Instagram Kirill's_English и Telegram Kirill's_English. Также огромное спасибо всем, кто поддерживает меня здесь, на этом канале и на моем Instagram-канале. Итак, мы рассмотрим сегодня 5 предложений, и я вам покажу, как можно те же самые предложения 3 разными способами сказать, чтобы у вас получилось «зря я не». Помните, любой перевод — это, конечно же, аппроксимация. У вас может быть что-то там более, может быть, литературное, может быть, более развернутое. Каждый человек выбирает перевод себе сам. Я его никому не навязываю. I regret not taking the opportunity to study abroad when I had a chance. I regret not taking the opportunity to study abroad when I had a chance. Здесь мы использовали с вами глагол regret. Помним, это глагол, который обожает ing, то бишь герундий. Поэтому мы с вами отрицание говорим без всяких вспомогательных глаголов, а через частицу not. I regret not taking. То есть это то, что случилось, и вы этим шансом не воспользовались. То есть перевод, если мы переводим, да, я сожалею, но мы также можем сказать зря я, то есть я сожалею, но зря, конечно, я не воспользовался возможностью учиться за границей, когда у меня был на это шанс. Вся ситуация в прошедшем времени. Я обращаю ваше внимание на то, как произносится слово abroad. Я много смотрел видео от соотечественников, и там люди произносят его не совсем точно. Abroad, да, здесь это произношение не будет работать. Abroad, abroad. I regret not learning to play the piano when I was younger. I regret not learning to play the piano when I was younger. То же самое. Я сожалею, опять же, зря я не научился играть на пианино, когда был моложе. Если вы услышали небольшую шепелявость у меня после was younger, этот прием, вернее, этот феномен называется palatalization, то есть когда у нас звук «е», любые слова, которые начинаются с буквы «y», это «you» или «your», когда мы их произносим, у нас есть шипящий, звонкий, либо глухой звук. В моем случае это был звонкий was younger. Иногда получается, язык скользит в потоке речи и произносится вот так. Вы это, наверное, слышали, знаете, когда люди говорят «будь здоров», когда вы чихаете, кто-то говорит «bless you», чистый звук, да, кто-то говорит «bless you». Вот это как раз пример palatalization, палатализации. Следующий пример. I regret not saving money. I regret not saving money. Я напоминаю, что когда вы используете после regret ing, мы говорим про то, что уже было. То есть это прошло. Речь не про настоящее, речь про прошедшее. I regret not saving money. Я сожалею, что деньги не откладывал, не копил. I regret not apologizing sooner. I regret not apologizing sooner. Зря я раньше не извинился. Зря я перед вами раньше не извинился. Как эти предложения можно сказать по-другому? Например, первое предложение I regret not taking the opportunity мы можем перевернуть и сказать I wish I had taken the opportunity to study abroad when I had a chance. I wish I had taken. Помните, что когда мы сожалеем, I regret и I wish это просто mirror. Это зеркальное отражение одного и того же смысла. I regret, I wish I had taken. Мы используем past perfect. Почему мы используем past perfect? Потому что мы говорим про прошлое и параллельно хотим это прошлое поменять. Зря я не. Поэтому нам нужно немножко дальше прошлого пройти. Если вы прямую линию себе нарисуете, такая грамматическая, да, timeline, то вот там у нас будет прошлое, а за ним еще дальше, раньше его еще, когда динозавры не ходили, еще когда вообще никого не было, там будет как раз past perfect. Поэтому I wish I'd в речи очень часто сокращаем had. I wish I had taken the opportunity. И
Тут вы понимаете, что если у вас с третьей формой глагола или past participle проблемы, если вы с этой формой на «вы», то вам можно как-то brush it up. Brush it up — это polish означает. Также и по такому принципу, и второй пример. I regret not learning to play the piano when I was younger. I wish I had learned to play the piano. I wish I'd learned to play the piano when I was younger. I wish I had saved money. I wish I had saved money. Зря я денежки-то не копил. А теперь смотрите, когда вы эти предложения говорите, если вы начинающий пользователь ПК, у вас в голове будет дословный перевод. А для англофона, для человека, который говорит бегло, не задумываясь о том, что он говорит, то есть процесс интернализации этой грамматики уже произошел. И пример: I regret not apologizing sooner. I regret not apologizing sooner. I wish I'd apologized sooner. I wish I'd apologized sooner. Ну и на последнее я оставил самое вкусное, самое ubiquitous, самое частое. Это наш любимый модальный глагол в прошедшем времени. I regret not taking the opportunity to study abroad when I had a chance. Мы можем сказать как: I should have taken the opportunity to study abroad when I had a chance. То есть мы берем should и добавляем past participle. I should и have и третья форма глагола. Короче говоря, модальный глагол should в прошедшей форме имеет строение какое? Should плюс perfect. Наш любимый present perfect. I should и should have это мы пишем. Should have это мы сокращаем для беглой речи. Shoulda это мы сокращаем для informal, very fast speech. I shoulda taken. I shoulda taken. Shoulda. Это очень быстрая речь, очень informal, как я это называю, экстремальное сокращение. I should have taken the opportunity to study abroad when I had a chance. Либо I should have learned to play the piano when I was younger. I should have learned to play the piano when I was younger. Should have learned. I should have saved money. I should have saved money. I should have apologized sooner. I should have apologized sooner. Кстати, в большинстве случаев чаще всего говорят просто should have, потому что мы не говорим прям в неформальной речи постоянно, там какой-то должен быть правильный контекст, вы же понимаете. Мы should have. Выберите себе то произношение, которое вам на данном этапе владения языком комфортно. Не старайтесь сразу пытаться, я знаю, что хочется повторять за всеми и говорить вот в таком сокращении прям очень. Это будет искусственно заученный просто наизусть какой-то паттерн. Вы паттерны, поймите, должны производить сами, фристайлить с чистого, как говорится, листа, просто знать, как это происходит. У вас должны в голове быть какие-то общие правила, но паттерн, вот эти вот сокращения, they should come to you naturally. А до этого нужно немножко дорасти, не всегда это уместно будет, кстати, звучать, если вы неправильно произнесете это, если это не будет, знаете, звучать очень natural, естественно, с другой частью вашего предложения. То есть там вы немножко тормозили, а здесь вы раз и как-то это все сказали бегло. Ну, как бы, это со стороны интересно очень звучит. Помните предложение про I wish, вернее, мы говорили? Иногда вначале можно добавить два слова. Looking back, I wish I had saved money. Looking back, I wish I had taken the opportunity. Или можно сказать in hindsight, I wish I had taken the opportunity. Что это значит? Глядя в прошлое, сейчас я бы, конечно, по-другому сделал. Опять же, вы говорите, зря я так не сделал. Очень часто люди просто ставят looking back или in hindsight. Hindsight это боковым. Ретроспективно, так скажем. Alright, let's do a quick recap. Чтобы сказать зря я, кто-то не... Вы можете кроме я ставить... Мы сегодня с вами использовали подлежащее я. Вы можете любого человека поставить. 3 разных варианта чаще всего используются. Понятное дело, что это не exhaustive list of grammar. Regret not doing. Wish plus past perfect. Wish had plus past participle. And should have done something. Так вы говорите, когда сожалеете. Ну и перефраз можно сделать не только по-английски, но и по-русски. На сегодня это все. Всем отличных выходных. Stay warm. Пока.